Что если история мира, вся, от Адама до Моисея, была записана дважды? Один вариант ты знаешь. Ты читал его в Библии, ты видел его в школьных учебниках, ты слышал о нем в церкви. Второй вариант был запрещен. Его спрятали на 2000 лет, его уничтожали, о нем молчали. Но в 1947 году пастух в иудейской пустыне нашел кувшины. И в одном из них лежал текст, который разрушает все, что ты знал о Боге, об ангелах, о времени и о демонах. Его название — «Книга юбилеев». И сегодня мы открываем ее. Большинство людей никогда о ней не слышали. И это не случайность. Книга юбилеев — это параллельная история. Она пересказывает книгу «Бытия» и «Начало исхода». Слово в слово, событие за событием. Но с деталями, которых нет в каноническом тексте. Подумай об этом так. Представь, что ты смотрел фильм всю жизнь, и вдруг тебе показывают режиссерскую версию с другим финалом, с персонажами, которых вырезали, с диалогами, которые объясняют все. Именно так работает книга юбилеев. Ее автор неизвестен, но текст написан так, будто Бог лично диктует историю ангелу на горе Синай. Пока Моисей получал скрижали, ангел присутствия открывал ему тайную летопись. Летопись, которую не видели обычные люди. Когда она была написана? Ученые датируют 2-1 век до нашей эры. То есть это современник книги Еноха, которую мы разбирали раньше. И знаешь что? Она была найдена в Кумране, в тех же пещерах, что и свитки Мертвого моря. 15 отдельных фрагментов. Это значит, она считалась священной, авторитетной, истинной, но только для тех, кто ее видел. Потому что на протяжении почти 2000 лет полный текст существовал только в одном месте на земле — Эфиопия. Только Эфиопская православная церковь включила ее в свой библейский канон и сохранила до наших дней. Почему именно они? Это отдельный вопрос, и мы к нему вернемся. А теперь самая опасная деталь. Та, из-за которой текст, возможно, и убрали. Книга юбилеев содержит календарь, необычный, тайный. Календарь, который Бог дал ангелам еще до сотворения мира. 364 дня, не 365, не 354, именно 364. Солнечный год, абсолютно симметричный. Каждый квартал ровно 91 день. Каждый месяц 30 или 31 день. Суббота всегда выпадает на один и тот же день. И вот здесь начинается самое интересное. По этому календарю все библейские праздники привязаны к конкретным дням недели, никогда не сдвигаются. Пасха всегда в среду, Пятидесятница всегда в воскресенье. А теперь сравни с иудейским лунным календарем, который используется сегодня. 354 дня. Праздники каждый год падают на разные дни. Книга юбилеев говорит прямо: если вы нарушите этот календарь, вы перепутаете все сезоны, все праздники станут нечистыми, все дни смешаются. Понимаешь, что это значит? Если книга юбилеев права, все иудейские и христианские праздники на протяжении тысячелетий отмечаются в неправильные дни.
Пасха, Йом-Кипур, Пятидесятница — все не в те дни. И именно сообщество Кумрана, которое хранило свитки Мертвого моря, жило по этому запрещенному календарю. Они отказались подчиниться официальному Иерусалимскому храму. За это их назвали еретиками и спрятали их книги в пещерах. А теперь персонаж, о котором ты точно не слышал. В каноническом тексте Библии есть сатана, противник, обвинитель. В книге Юбилеев есть Мастема. И это другая история. Помнишь историю об Аврааме и Исааке, когда Бог велел Аврааму принести сына в жертву? В Библии это испытание от Бога, суровое, загадочное, без объяснений. В книге Юбилеев объяснение есть. Перед Богом явился Мастема и сказал: «Испытай его, посмотришь, он послушается или нет». Точно так же, как сатана в книге Иова. Но Мастема не просто сатана с другим именем. Мастема — это падший ангел, которому Бог позволил сохранить часть своих духов после потопа. После того, как были уничтожены нефилимы, о которых мы говорили в прошлом видео, Бог повелел уничтожить всех духов павших ангелов. Но Мастема взмолился: «Оставь мне 1/10, чтобы я мог исполнять суд над людьми, искушать, испытывать». И Бог согласился. 1/10 злых духов действует по сей день, по прямому разрешению Бога. Это не ошибка в тексте, это не метафора, это то, что было вырезано из канона. И вот еще один момент, которого нет в Библии. Когда Моисей возвращался в Египет после встречи с Богом, кто пытался убить его на дороге? В Исходе ответа нет. Просто загадочная фраза: «Господь встретил его и хотел умертвить его». Богословы спорят об этом тысячи лет. В книге Юбилеев ответ есть. Это был Мастема. Если тебе интересно то, что ты слышишь, подпишись прямо сейчас. Мы разбираем тексты, которые не попадают в учебники. Каждую неделю новая запрещенная глава истории. Кнопка подписки внизу. Продолжаем. Когда Бог создал ангелов. Каноническая Библия молчит. Книга Юбилеев отвечает. Четко, без двусмысленности. В первый день Он создал небеса и все духи, которые служат перед Ним, ангелов присутствия, ангелов освящения, ангелов огня, ветра, облаков, тьмы. Первый день. Не до творения, не вне времени. В первый день вместе с небом и землей. И это меняет все. Потому что большинство религиозных традиций помещают ангелов вне времени, до сотворения мира, как вечных существ. Книга Юбилеев говорит: нет. Они — часть творения, созданные, конечные, подчиненные тому же порядку, что и люди. Именно поэтому они могут падать. Именно поэтому стражи, о которых говорит книга Еноха, смогли нарушить закон. Они не были вечно непогрешимы. Они были созданы и выбрали неправильно. Книга Юбилеев описывает иерархию. Ангелы присутствия — высший уровень, стоят непосредственно перед Богом. Ангелы освящения — второй уровень, хранят субботу вместе с Израилем. И все остальные ниже. Стихии, силы природы,
стражи народов. О них следующая глава. В Библии есть загадочный момент. В книге Второзакония, 32 глава, 8 стих, есть фраза, которая в большинстве переводов звучит так: «Господь разделил народы по числу сынов Израилевых». Но в древнееврейских рукописях и в свитках Мертвого моря другой текст: «по числу сынов Божьих». Одно слово полностью меняет смысл. Книга Юбилеев объясняет: когда Бог разделил народы после Вавилонской башни, над каждым из 70 народов был поставлен ангел, страж, хранитель, правитель. Рим – свой ангел, Греция – свой, Египет – свой. Все народы мира управляются ангельскими правителями, кроме одного. Израиль – единственный народ, который Бог оставил себе лично, не через ангела-посредника, напрямую. Это объясняет многое. Почему в книге Даниила ангелы воюют друг с другом над Персией и Грецией? Почему в послании Иуды говорится о начальствах и властях? Почему в апокалиптической литературе ангелы не просто посланники, а правители держав? Но в официальной Библии эта система убрана, сглажена, оставлена без объяснений. Книга Юбилеев была частью этого объяснения, и ее убрали. Официальный ответ прост. Это не боговдохновенный текст, это апокриф, человеческое сочинение. Но подумай критически. Почему тогда 15 копий лежали в Кумране среди самых священных свитков? Почему ранние христианские авторы Тертуллиан, Ориген цитировали ее как авторитетный источник? Почему она сохранилась в полном объеме только у эфиопов, которые были изолированы от Рима и его решений? В IV веке христианская церковь проводила соборы. На них решалось, что войдет в канон, что останется, что будет признано истинным. Книга Юбилеев не прошла. Официальная причина дублирует бытие, добавляет несуществующие детали. Но истинная причина может быть другой. Календарь, противоречащий официальному, это угроза власти. Если праздники отмечаются в другие дни, авторитет Иерусалимского храма рушится, авторитет церковных соборов рушится. Мастема, действующий с разрешения Бога, это неудобное богословие. Это значит, что зло не просто отклонение, это допущенная система с правилами, с границами. Это сложнее, чем сатана плохой. 70 ангелов над народами – это политическая теология. Это означает, что за каждой империей стоит своя сверхъестественная сила. Такие идеи были опасны для монотеистического единства, которое строила церковь. Ее убрали не потому, что она ложная, ее убрали потому, что она слишком сложная, слишком подробная, слишком неудобная, слишком настоящая. И последний вопрос. Почему именно Эфиопия сохранила то, что весь остальной мир уничтожил? Эфиопская православная церковь – одна из древнейших в мире, основана в IV веке, изолирована от Рима, изолирована от Константинополя, изолирована от арабских завоеваний. Они шли своим путем. Их библейский канон – 81 книга, в то время как протестантский – 66, католический – 73. В их 81 книге
Книга Еноха, книга Юбилеев, тексты, которые остальной мир выбросил. Случайность? Или они единственные, кто не дал себя убедить? Есть предание. Согласно ему, ковчег Завета хранится в Эфиопии, в церкви в Аксуме, и только один хранитель имеет право его видеть. Он живет там до конца своей жизни. Не знаю, правда ли это, но знаю одно: если кто-то на этой земле хранил правду, это были они. Книга Юбилеев не просто старый текст. Это альтернативная версия реальности. Та, в которой время устроено иначе. Ангелы созданы в первый день. Демоны действуют по правилам. А история мира разделена на юбилеи, священные циклы по 49 лет. Ее убрали, но она выжила. И сегодня ты ее знаешь. В следующем видео мы идем еще глубже. Есть текст, который называли самым опасным апокрифом всех времен. Он описывает не историю прошлого, он описывает конец. Апокалипсис Авраама. Видение, которое получил патриарх над жертвенником. То, что он увидел, настолько страшно, что церковь стерла его имя из всех списков. Следующее видео скоро. Подпишись, чтобы не пропустить. Архивы открыты.